Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Если вы здесь впервые, меня зовут Наташа, я учу русский язык, и сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми вещами, которые до сих пор удивляют меня после года в России, в Москве. Давайте начнем. Первое – это сокращение имен. В России сокращение имен часто не похоже на настоящее имя. Например, Александр, Саша, Дарья, Даша, Наталья, Наташа, Алексей, Леша. И, кстати, я обожаю имени Саша и Даша. Очень красивые, очень. Ну, если честно, сначала я не совсем поняла, потому что на Западе сокращение имен обычно похоже на имя. Например, Дэвид, Дэйв, Мелани, Мел, Майкл, Майк, Кристиан, Крис, Кристина, Крис. Кстати, это очень интересно для меня. Для вас это ничего особого, но я написала вот насколько имен, которые связаны с моим именем, как это сказать? Наташа, Наташенька, Наташка, Ната, Наташ, Наташ, Натусь, мой любимый, Натусь, Натусик, Натусья, Натусяща, Натуля, Туся, Тусенька, Натали, Натик, Натка, Ташка. Сколько? Я не знаю, вот есть много. Я не представляю, сколько еще вариантов можно придумать. И это очень круто. Для меня это очень интересно, потому что иногда это звучит как два совершенных других разных имен. Не знаю. Дальше. Вторая. Это цветы. Наверное, вы уже знаете, о чем я буду говорить. В России это нельзя подарить четное количество цветов. Четное количество цветов всегда связано с смертью или связано с похороны. Ну, в Австралии никто не будет думать об этом. И люди просто покупают красивый букет, и все. И если честно, если бы мне подарили букет цветов, то я бы даже не думать об этом. И мне это все равно. Самое главное — это цветы. Они красивые. Какая разница, сколько цветов там? Но я уважаю традицию, я просто не понимаю, почему. Наверное, там история связана с этим или что, я не знаю. Пункт 3. Ритуал перед дорогой. Есть такой ритуал у русских, это сидеть перед дорогой, чтобы дорога была легкой. То есть они просто сидят и думать о чем-то. О чем-то я не знаю. О чем я не знаю. И когда я впервые это увидела, я очень удивилась. Потому что в Австралии мы обычно собираемся вещи и убежаем. И все очень быстро. Но здесь мне кажется, что эта традиция очень красивая, потому что это как будто перед дорогой человек просто сидит, они сидятся и думают, как будто он делает медитацию, просто останавливается, делает паузу, собирает мысли, чтобы спокойно готовиться к пути. Это очень приятно. Я хочу так делать. Я хочу так и делать. Номер 4. Это тишина, или лучше сказать разговоры. Еще одна вещь. И я думаю, что я уже говорила об этом. Но здесь, в России, разговоры не часто бывают у незнакомых. То есть у незнакомых. А в Австралии люди часто говорят о выходных, о погоде, о спорте, особенно, например, в лифте, да? Это просто, чтобы избегать от тишины. Это странно, почему-то они боятся тишины. Я не понимаю, мне комфортно в тишине, тоже моя сестра тоже комфортна в тишине, и для нас это ничего
странного, ничего необычного, но обычно на Западе это не такое поведение. Они всегда чувствуют, как будто им нужно избегаться от тишины. И как будто они хотят устроить разговоры даже с незнакомыми людьми. И мне, если честно, больше нравится русский подход в этом, потому что, почему нам нужно устроить разговор с незнакомыми людьми? Иногда, да, конечно, это приятно, потому что если вы не в настроении или у вас нехороший день, то иногда это может подниматься ваше настроение. Но каждый раз мне кажется, что это очень странно. Это раздражает меня, если честно. Можно сказать, это бесит меня? Или это неприятно сказать бесить? Я не понимаю. Номер 4. Вот, ребята, я придумала слово, которого нет на русском языке. Здесь вы говорите завтракать, обедать и ужинать. И я придумала слово для этого еще в прошлом году, но никогда вам не рассказывала. И это слово дезертать. То есть я бы говорила: я дезертаю, я люблю дезертать. Вот. И я думаю, что это стоит того, чтобы добавить это слова в словарь. Нет, это слова в словарь. Oh my god. Стоит того, чтобы добавить это слова в словарь. Правильно сказала? Поехали! Последнее, что я не понимаю, и честно, никогда, наверное, не пойму, это слово «поехали». Конечно, я понимаю значение. Это прошедшая форма «поехать», да? Но почему мы используем это в настоящем времени? Человек еще стоит на месте, но все-таки он говорит «поехал» или «поехали». Я не понимаю. И да, я тоже иногда говорю «поехали». Но, честно, я не понимаю. Логика абсолютно нет. Честно. Я использую это слова в этом контексте, но я просто притворяюсь, как будто я понимаю значение. Я честный человек, вот. Не имеет смысла. Итак, эти вещи, которые удивляют меня как австралийку, которая учит русский язык, и я здесь живу. Скажите мне, есть ли вещи из Запада, которые удивляют вас? Мне правда интересно. Вы можете пишите, если что. Спасибо, что досмотрели до конца. И не забудьте ссылки на мои соцсети в описании. И если вам понравилось это видео, то вы можете поддержать мою работу. Ссылка тоже в описании. И я тоже предлагаю индивидуальные уроки английского языка. Пишите мне, если хотите улучшить свой английский или практиковаться со мной разговоры. Я всегда готова помочь вам. К сожалению, у меня нет возможности ответить на все ваши комментарии, к сожалению. Но мне всегда невероятно трогательно читать ваши слова. Вы, правда, поднимаете мое настроение, когда я не чувствую себя, когда мое настроение не то. И иногда я возвращаюсь к вашим комментариям, чтобы снова почувствовать энергию и радость. Поэтому хотела поблагодарить вас за этот подарок. И с нетерпением жду вас в следующем видео. До скорого. Обнимаю и целую. До скорого. Пока. Это просто догадайся. Имени, имен, имя. Дальше. Я думаю, что это стоит того, чтобы доставить это слова в словарь. Это слова в словарь. Я думаю, что это стоит, чтобы добавить это слова в словарь. Why am I saying словарь? Словарь! What's with me? One more time. И я думаю, что это стоит того, чтобы доставить
добавить. И я думаю, что это стоит того. И я думаю, что это стоит того, чтобы What's with me? Трогательно, трогательно, трогательно или трогательно, трогательно.